Просто гуляем по Варне и снимаем все, что попадется нашему взору по ее красивым, уютным, спокойным улочкам. Снимаем дворики по пути. Это центр, греческая махала, греческий квартал. Есть очень красивые заброшенные старые здания. Вот видите, только фасад остался, передняя часть. А рядом пенсионный фонд. Вот. Смотрите, как все просто, демократично. Вот копировальные услуги, пенсионный фонд. Смотрите, как все по-старинному так. Кто-то скажет: ой, а где чистота, а где лоск, а где газоны? А я вам скажу, что мне вот так нравится. Преемственность, видите, какой интересный тротуар. И там вот, если подняться по ступенькам, сразу любимое мое кафе, бар Эрато называется. Такой во дворе, вон видите, Эрато. Там еще такая вот черная калитка. В частном дворе, сколько я себя помню в Варне, столько помню этот бар. Такой, там все собираются свои. Очень классно. Есть помещение деревянное. Ну, как-нибудь попадем и снимем вам бар Эрато. И маленькая терраска такая во дворе, палисадник. Очень все демократично и романтично. То, что любит ваш автор. Ну и большая часть моих зрителей уже знает мою страсть к маленьким магазинам, кафе, бодегам, ко всему простому. Там, где есть душа, там, где есть особый дух, а не отполированность. Я не люблю лоск. Да, я люблю чистоту, аккуратность. Но вот этот вот холодный лоск, знаете, вот есть отполированность все-таки вот в супермаркетах, в больших магазинах, где куча продавцов, консультантов, которые улыбаются пластиковыми улыбками, потому что им так сказали делать. Это не идет от души. Их не интересует ваша судьба, ваше настроение, ваши события жизни какие-то. Вот эту улицу я снимал как-то вечером. У меня есть вечерняя съемка. Посмотрите, какой классный особняк. Обалденно. Кто-то скажет: ой, он запыленный, не отштукатуренный. Но мне вот именно так и нравится. Знаете, есть какой-то дух и преемственность. Рядом вот какая-то гостиница. Так. О, а мы куда вышли? А мы, кажется, вышли на площадке, где тоже находится мой любимый бар-салон. Такой, где собираются все свои. Такой перекресточек. И здесь же слева по нашему ходу армянская церковь. Всем армянам привет, моим друзьям, знакомым. Привет моему другу Армену из Кишинева. И вот нашему взору открылся вот прямо по ходу салон. Видите, там вот где белые сложенные зонтики. Такой квартальный барчик, где собираются соседи. Вот все мои ровесники, кому за 40. Вот еще одна улочка варнинская на нашем пути. И такие вот 1-, 2-,
до 5 этажей, разнокалиберные строения. Очень, кстати, классно все смотрится, потому что все разное. И посмотрите, сколько здесь углов. Раз, два, три, четыре, пять. 5 улиц, 5 углов. И все под такими углами разными. Очень интересно. Обалденно. Вот армянская церковь. Неплохие здесь джипаны. Вот бар-салон. Вот туда, если прямо продолжить, куда машина повернула, к морю. А здесь вот магазин закрыт. Наверное, он все-таки закрылся надолго или навсегда. Жалко. Хороший был магазинчик. А мы как пойдем? Мне надо купить хлеба. Спасибо. Мне надо купить хлеба и сахара. Салон. Все такие же у него деревянные оконные рамы. Все так просто, демократично. Вообще обалденно здесь. Очень. Особенно сейчас осенью. Нет ажиотажа. Но на этих кварталах никогда нету, в улицах никогда нету ажиотажа и суеты. Даже в разгар летнего сезона. Туристы заходят, так проходят, но они здесь не задерживаются. Здесь очень классно. Есть маленькие магазинчики, там барчики какие-то, кафе. Там пару столиков, допустим. Очень красивые старые здания. Просто прелесть, как из сказки. Вот с левой стороны. Тихие улочки, посмотрите как. Вот что я и говорил, что улица есть, видите, но машины здесь просто припаркованы. Она если приедет, припарковаться или отъедет по делам. Просто здесь движения нету. Просто улицы. И ты идешь по ним куда хочешь. Я думал снимать, не снимать, комментировать. Немножко устал и не хотелось мне комментировать. Но я просто так уж думаю, скажу пару слов от себя. То, что есть на душе, так как вам нравится, так как мне нравится. Ничего, никакого напряжения, никакой рекламы. Видите, как хоп, стоянка для машин. Вот здесь. А мы идем дальше. Вот тоже сейчас выйдем на одну из моих любимых улиц, где находится тоже механа, интересная механа. На болгарском это вот сеть, не сеть, а это тип такого заведения фольклорное, знаете, народное, как еще говорится, там аутентичное. И тут есть механа, вот на этой улице, если не ошибаюсь, Морской Волк. Или не здесь. Я там был. Я как-нибудь постараюсь снять отдельно, подробно, чтобы увидели, насколько там прикольно. Все такое деревянные лавки, все так просто. Но в этой простоте... А вот, ну конечно же мы подойдем к ней. Но не будем заходить, потому что меня ждут. Просто посмотрим, если она работает невооруженным, вооруженным романтикой глазом. Вот там видите, такое вот деревянное, не пафосное, без претензий строение. Вернее, такая пристроечка деревянная. И там внутри заходишь, и вниз там ступенечки. Все такое маленькое, низкие потолки, но там очень уютно. И вот эта вот поговорка «в тесноте да не в обиде», там про рай в шалаше. Не знаю, какие еще есть поговорки про любовь, душевность, теплоту. Я не знаю, вот я был когда
последний раз, или предпоследний, не помню. Она работала, я здесь вот угостился чем-то, вот каменница. Ой-ой-ой. Не знаю, но такое ощущение, что она морский вылк. Видите, вот на дверях написано морский вылк. Сейчас посмотрим через окно. Ау, столов нету, столики убрали, помещение покинуто. А как жалко, вот эти окошки светились, были тут какие-то растения, светильники, все такое классное было, обалденно. Еще остатки есть. Блин, как жалко. Такое заведение, такая вот историческая, такая вот, знаете, семейный альбом, можно сказать. Семейный альбом. Ай-яй-яй. Да, к сожалению, в нашей жизни становится все меньше, меньше и меньше тех мест, которые можно посетить, вспомнить события жизни, к сожалению. Я очень люблю это, как это еще называют, ностальгией, романтикой. Я называю это как семейный альбом жизни. Знаете, эти вот места напоминают, когда их посещаешь, о тех событиях. И, как правило, лично я вспоминаю самое хорошее, самое такое приятное, романтичное. И с годами вот большинство из событий, даже каких-то неприятных, они становятся романтичными. Вот свалочка. Можем кинуть глаз на эту свалочку. Все увидеть там надо, все интересное, все в реале, все без украс. Вот старинная, старая, допустим, даже здесь мебель люди поскидывали. Тут видите, какое-то трюмо, посуда даже есть, как интересно, стулья, книги. Ленин, вау, Ленин, посмотрите, даже Ленин тут на свалке. Библиотека, том 11, собрание сочинений Ленина. Обалдеть, стулья, вот их если взять, отреставрировать, посмотрите, как интересно. Это чья-то история, марки даже какие-то. Видите, вот марки есть. Класс, старина. Сочинение Ленина, 11 том, посуда. Видите, как мы попали в какое место интересное. Зонтики. Тут кто-то освободился от лишнего, а тут кто-то может найти что-то для себя вполне и интересное. Джинсы, вот даже ремень. Посмотрите, какой ремень кожаный на джинсах. Ха-ха-ха. Прикольно. 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 Вот возле мусорки люди свалили все. Это сделали. Почистили там то, что им не надо. И вот отреставрированное здание, какое красивое. Вот так вот. Кто-то поворачивает. Во, вот это вот, видите, синенькое цвета такого после обеденного неба Kia. Неужели это Kia Picanto, в которой мы ездили с Сашей и с Ларисой? Точно. Kia Picanto. Очень она мне понравилась. Такая снаружи маленькая, внутри очень даже себе обалденная машинка. Но мне садиться легче вот в такой паркетник Кодиар. Тоже, что это, Kia или что это? Hyundai. Это вообще-то Renault. Так, а куда мне идти? Куда идти? Ага, сюда. Вот чем мне нравятся варнинские улочки, что ты можешь идти
как бы из точки А в точку Б и прокладывать маршрут по своему настроению. И длина этого маршрута может быть всегда в общей сложности одинаковой, но сам путь всегда разным. За это я люблю Варну. Тут, помню, всегда с левой стороны был такой круглосуточный магазин, где собирался народ, покупал себе здесь сигареты поштучно, хопа, вот так оно и есть. Вот он уже более 15, почти 20 лет, я знаю этот магазин, и он до сих пор работает. Вот любимые мои размеры магазина, посмотрите. Здесь, хоп, вот еще большой, тут 3 человека легко помещаются, легко, 3. 5 уже будет очень уютно. Я не сказал тесно, а просто уютно. Обалденно. Вот запах чая и табака из этого магазина. Да. Мы постепенно приближаемся к морю. Как бы. Сейчас вот эта улица, и вправо море, а налево Шишкова Градинка называется. Градинка — это сквер. О, бар Кальмар. Здесь подают живых кальмаров. Шутка. О, можно присесть на улице, отдохнуть. Здесь раньше была пиццерия. Не помню, как она называлась, но была пиццерия. Да, вот. Это улица наверх, там Шишкова Градина. У меня есть видео на канале про Шишкову Градину. Доктор Шишков. И скалит. Что это на английском означает, я не знаю. К сожалению, я вот не силен в английском. Вот вход. Это не центральный, это один из входов в Морскую Градину. Приморский парк. Если продолжить прямо, то мы попадаем Касса Феличия. Заведение прямо на пляже. Я там был с друзьями, и тоже у нас есть видео Касса Феличио. А это старинный магазин. Видите, написано Кларус. Один из не немногих, а многих варнинских магазинов и заведений, и кафе, которые сохранили свой внешний облик на протяжении не знаю скольки лет, потому что в этом магазине деревянные двери и оконные рамы. Но видите, одно из окон заняла реклама Гларус. Гларус — это альбатрос в переводе с болгарского на русский. Альбатрос. Чайка — это чайка, Гларус — это альбатрос. Вот здесь вот вход в Приморский парк. И вот этот вот магазин, который хозяин сохраняет как реликвию, видите. Но здесь уже нет не такой ассортимент, в основном пиво, вино. Вот остановка. И мы сейчас пойдем к моему любимому магазину. Одному из любимых. У меня много любимых мест и в Кишиневе, и в Варне. И там надо купить хлеба и сахара. И снимаем на нашем пути все, что попадается нашему взору. Вот тоннель, дорога такая, тоннель. Сверху проходит бульвар Сливница, заканчивается и упирается во вход в Приморский парк, Морскую Градину. Там наверху фестивальный комплекс, отель Одесса. И вот наверх справа на углу магазин. Называется Май Маркет. И что я хотел
заметить вот последние события, это новые события в нашей жизни с модными процессами, модными заболеваниями. И многие взяли на себя обыкновение, такую моду, когда кто-то уходит в мир иной из знакомых или близких писать, его забрал на букву К. Ковид. Да? Так вот, в Варне испокон веков существует традиция на подъездах, на деревьях выставлять таблички, фотографии усопших, там, родных, близких с воспоминанием. Испокон веков это было и есть. Но никогда никто не писал диагноза. Вот сейчас посмотрим, вот тут была табличка, если их не убрали. Что-то я смотрю, в последнее время их поубирали. Ну, нету. Блин, а были. Так вот, нигде никогда не писали диагноз. А сейчас стала мода писать диагнозы. Вот Роману из Киева привет. Роман, наш с тобой любимый пятиэтажный дом и елки в его дворе. Такой вот оградка такая с заборчиком. Может заборчик, да. Палисадник такой металлический. Елочки. Тишина и спокойствие. Вот тут я бы хотел иметь квартиру. Одну из квартир. Вы знаете, мою алчность, я, конечно, смеюсь. И вот наш магазин, любимый My Market называется, в котором надо купить хлеба и сахара и потом пойти дальше. Вот на этом пока я прерву свой репортаж. Как-нибудь пообщаюсь в моем маркете, попрошу у них поснимать вам цены на болгарские продукты, колбасы, там, печенье, хлеба, всякие дела такие, то, что вам интересно должно быть, наверное, многие меня просили. Если разрешат, я сниму.